Шалом, друзья! Шалом, возлюбленные Господом! Мы сегодня с вами исследуем недельную главу, которая называется «Ваишлах» и переводится как «И отправил». Представьте себе сцену. Вы идете по улице среди толпы людей, и внезапно ваш взгляд выхватывает из нее человека, который идет вам навстречу. И это именно тот человек, который когда-то причинил вам сильную и глубокую, душевную, прежде всего, боль. Ваше сердце начинает колотиться, руки дрожат, мысли мечутся, и прошлое как будто начинает тянуть вас назад и пытается остановить каждый ваш шаг. Подобно этому или точно так же себя чувствовал Иаков, который возвращался к Кнаану. Его тревожила мысль, что Исав, живший в Сеире, уже двигался ему навстречу. Десятки лет назад вы знаете, что их пути они разошлись из-за конфликта. Иаков, хоть он и ушел с благословением, но Исав считал его украденным. И теперь неумолимо приближался тот момент их встречи. И весь груз переживаний и поступков прошлых лет давил на него. Иаков понимал, что Исав – это человек сильный, это человек властный и который не забывает обиды. Во всяком случае, это было в его понимании и в его представлении. И страх перед прошлым, он может парализовать. Но, как мы уже говорили в прошлые года изучения этой главы, Иаков действовал мудро. Он не бросился в бой, сломя голову, и в то же время он не обратился в бегство. Он начал подготовку. Как мы с вами читаем, Берешит 32:4, «И послал Иаков перед собой посланцев к Исаву, брату своему, в землю Сеир, в поле Эдом». Мы с вами знаем, что он разделил своих людей, которые были с ним, на два лагеря, чтобы обезопасить семью, а также отправил щедрые подарки навстречу Исаву, своему брату. Каждое решение его, оно было просчитано. И его действия, о которых мы читаем и о которых мы знаем, это не просто продуманная или не только продуманная стратегия, но также его поступок веры, или можно сказать доверия Всевышнему. Он молился, открывая свое сердце. В 10 стихе мы читаем эти слова: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Ярден, а теперь у меня 2 стана». В этих словах мы с вами можем услышать одновременно и глубину человеческого страха, и в то же время смелость и благодарность Всевышнему за все, что он сделал. И страх – это сигнал, что пора действовать. Но без мудрости и молитвы он может превратиться в паралич. Ночь перед встречей Иакова, и об этом мы тоже с вами знаем, была особенно тяжелой. Он остался один, и именно тогда произошел момент, который стал и считается поворотным в его жизни. В прошлый шаббат мы говорили с вами о роли одиночества в нашей жизни, и в 24 стихе мы читаем: «И остался Иаков один, и боролся человек». Вы видите, там стоит слово «иш», с ним до восхода зари. И комментаторы говорят, что Иш – это не просто человек, но какая-то важная и влиятельная личность. Иакова также называли Иш. Мы много говорили об этом образе. Кто этот человек? Ангел, символ внутренней борьбы или сам страх? Возможно, все вместе. Иаков борется с самим собой, с сомнениями, с неуверенностью. Возможно, он думает: а что, если Исав откажется меня простить? Что, если прошлое разрушит все, что я построил? Каждая мысль – это как удар. Каждое сомнение – как новая рана. Мы с вами помним, что именно в этой ночной борьбе Иаков получает новое имя – Израиль.
который борющийся с Богом и людьми и побеждающий. Так переводится Израиль. Этот момент показывает, что настоящая сила рождается именно тогда, когда мы сталкиваемся с самим собой, внутренним, и со своими страхами. Наступило утро, и Яков пошел навстречу Исаву. Каждое движение казалось тяжелым. Сердце билось как молот, а мысли метались. А что, если он на меня нападет или ударит? Что, если моя семья пострадает? Что, если я потеряю все? Представьте, что вы идете навстречу человеку, которого боитесь больше всего на свете. Каждый шаг – это как будто приближение к пропасти. Но дальше события развиваются неожиданно, вопреки ожиданиям Иакова. 4 стих 33 главы. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и они плакали». Мы с вами знаем комментарии мудрецов в отношении Исава. И они, мягко говоря, нелицеприятные. Но, возможно, как говорит Алекс Бленд, это тот случай, когда комментарии характеризуют самих комментаторов больше, чем комментируемый ими текст. И здесь мы читаем с вами о моменте, который меняет все. Страх, который десятилетиями сковывал Якова, растворяется в объятиях Исава. Все тревоги, все подарки, все расчеты, все сценарии, которые были у него в голове, которыми он жил, о которых он переживал, они отходят на второй план, потому что ничто не заменит настоящей встречи. Примирение наступает в момент действия Иакова. Примирение наступает в момент нашего с вами действия, когда смелость встречается с верой. Внутренний диалог, внутреннее размышление, слова внутри Иакова могли звучать так. Смотри, это твой брат. Десятки лет мы оба страдали. Прошлое не должно управлять нашим будущим. Если я сейчас остановлюсь, мы оба потеряем все. Но если я сделаю шаг, возможно, все изменится. И этот шаг Иаков делает. Он в этот раз не убежал. Исав также нес груз прошлого. Возможно, он также ожидал очередную хитрость со стороны Якова. Но Яков не остановился и не начал бежать, и именно это открыло путь к новому началу. Их встреча – это символ того, как личная смелость и, главное, доверие Всевышнему преображает даже самые тяжелые жизненные конфликты. Этот акцент на Исаве «и побежал Исав к нему навстречу» учит нас о важности обоюдности усилий и желания примирения с обеих сторон. Не всегда так бывает, но мы не должны отказываться от возможности попробовать и сделать шаг навстречу, как бы трудно нам не было. И это история из прошлого, это история о нашем настоящем. Шауль, вспоминая о временах Моше, настаивает, говоря, это были исторические события, послужившие прообразами, которые учат нас не склоняться в своем сердце ко злу, подобно им. Представьте, что вы десятилетиями избегали старого друга или родственника, который вас обидел. Или вы боитесь разговора, 1000 раз прокручиваете в голове негативные сценарии встречи, но все же решаетесь написать одно короткое сообщение. Давай встретимся, есть разговор. Сердце колотится, мысли мечутся, страх парализует, но встреча меняет все. Атмосфера изменяется, появляется понимание, и вы видите, что страх был преувеличен. Примирение Иакова и Исава – это не просто момент истории или красивый жест. Это урок для всех нас. Сила не в избегании страха, а в смелости идти навстречу, доверяя Всевышнему. Этот шаг изменил не только личные отношения между братьями, между Иаковом, между Исавом,
но и будущее всего Израиля. Примирение – это проявление силы, а не слабости. Оно создает наследие, которое влияет на наших детей, на нашу семью, это влияет на общину. И каждый из нас может применить этот принцип сегодня. Когда мы смотрим на эту встречу, нам важно понимать, это не просто событие истории, это духовный урок. Страх перед прошлым – это не приговор, это не конечное решение, это сигнал Всевышнего. Он показывает нам, где мы уязвимы, где мы до конца не находимся в гармонии с самим собой и не примирились с самим собой, с людьми, с прошлым. Иаков боялся. Более того, для этого были причины в его прошлом, и об этом мы с вами множество раз говорили. Но он не позволял этому страху остановить его, но он пошел навстречу. Пошел с молитвой, с планом и, главное, с верой, которая придала ему смелость. Каждый из нас носит своих Эйсавов. Это могут быть старые обиды, это могут быть ошибки прошлого, это могут быть неудачи, о которых мы не хотим, а иногда и даже боимся вспоминать. И часто мы думаем, что лучше этого не трогать. Пусть прошлое останется в прошлом. Но Писание и история Иакова учат нас другому. Только смелый шаг навстречу страху открывает путь к примирению и благословению. И здесь и сейчас я не призываю нас сейчас начать ковыряться в нашем прошлом и просто искать иногда то, чего даже не было. У нашей памяти и у нашей фантазии есть и такая функция. Но я сейчас говорю о том, что устраивает Всевышний через обстоятельства и что напоминает нам Дух Святости, Дух Всевышнего. В современном мире это может быть многолетний конфликт между родственниками, как в истории сыновей Ицхака. Или предательство со стороны коллеги по работе или по бизнесу партнера. Или ошибки прошлого, или неверные решения в личной жизни, в супружестве. Что бы это ни было, все это Эсавы нашего внутреннего мира. Но честность по отношению к себе и смелость сделать первый шаг разрушает стены страха и обиды. Именно это позволяет нам или, скажем так, открывает нам путь к духовному росту и благословению. Не только в нашей жизни, но и целых поколений наших потомков. То, что произошло между Исавом и Иаковом впоследствии и даже в тот момент стало благословением для всего народа Израиля, для всего потомства. Сила примирения не только нам дана или, скажем так, имеет власть для личной победы, но и для созидания нашего наследия. Действие Иакова сформировало будущее и их семей, и народа. Этот принцип актуален и сегодня. Каждый шаг к примирению, каждая смелая встреча с прошлым оставляет след для нашего будущего. Это влияет на наших детей, на наших внуков, на наших правнуков. Потому что это происходит не просто физически, это происходит в наших душах, это происходит в духовном мире. И вот это вот примирение, это не разовая встреча, это процесс. Иногда он сопровождается слезами, возможно, переживаниями, какой-то внутренней борьбой. Не сразу и легко это сделать, решиться на этот шаг. И в этом процессе мы видим, как страх превращается в силу, а конфликт превращается в благословение. Иешуа говорил: благословенны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Благословенны творящие мир, потому что они будут названы детьми Бога. Матитьяху, 5 глава, 8-9 стих.
Страх, который кажется непреодолимым, становится источником силы и мудрости. Как мы видим, это у Иакова, и мы можем пережить это даже в своей жизни. А шаг к примирению – это не просто действие, это духовный шаг, который изменяет судьбу не только нашу, но и нашего потомства. Понимая историю Иакова и Исава, возникает естественный вопрос. Как мы практически можем применить эти уроки нашей главы в нашей жизни? Страх перед прошлым и возможность примирения, как мы говорили, это не только древние события. Это универсальные духовные принципы, которые работают и сегодня. И первый шаг – это определить своих Исавов. Это могут быть давние конфликты с родственниками, с друзьями, с коллегами, даже с самим собой. Часто мы живем этими обидами десятилетиями, думая, что избежать встречи проще. И то, что я сейчас говорю, я говорю о шагах. Это, конечно же, внутренние процессы, которые имеют место внутри нас. И мы не делали или не делаем это с бухты-барахты. Давай сейчас же мы начнем все исправлять. Нет, все это мы должны делать со Всевышним. Но избегание решения этих вопросов лишь усиливает наш внутренний страх и тормозит духовный рост. Если вы еще внутренне содрогаетесь при воспоминании о конфликте или испытываете дискомфорт при встрече с другим, назовем это виновником конфликта, вам нужно решение и вам нужно исцеление. Второй шаг – это подготовка к действию. Иаков молился, Иаков просчитывал каждый ход. Мы тоже можем использовать этот принцип. Я думаю, что мы даже должны использовать этот принцип. Подумать, что именно мы хотим сказать, какие действия предпринять, чтобы не усугубить ситуацию. Подготовка дает уверенность и снижает стресс. Третий шаг – это сделать первый смелый шаг навстречу решению этой ситуации. Иногда это короткое сообщение, звонок или даже взгляд или улыбка. Сам факт действия, он разрушает страх и дает пространство для дальнейшего или последующего диалога. Современный пример. Два партнера по бизнесу годами не общались после конфликта. Один сделал шаг, пригласил в кафе, встреча началась с напряжения. Но в итоге они договорились о новом проекте, который может принести успех обоим. И это произошло после решения каких-то внутренних конфликтов и проблем. И четвертый шаг – это сохранить открытость сердца и открытость эмоций. Примирение редко бывает без слез или волнений. Важно позволять себе чувствовать страх, вину, радость или облегчение. Внутреннее принятие этих эмоций способствует нашему и душевному, и духовному исцелению. Пятый шаг – отдать результат Всевышнему. Мы можем сделать все, что в наших силах. Как мы говорили в прошлый шаббат, коня приготовляют ко дню битвы, но победа от Господа. Но исход ситуации не всегда зависит от нас. И нам важно довериться и позволить силе Всевышнего, силе этого принципа работать и с нами, и с нашим, назовем это, оппонентом дальше. Уроки нашей главы применимы буквально в каждом аспекте нашей жизни. Страх – это не порок, но это сигнал о значимости ситуации. Если это нас еще трогает, если это нас цепляет, значит, что-то есть, что дает нам обращать внимание на это. Но смелость и мудрость позволяют превратить этот страх в действие. И как итог, это примирение и благословение.
И мы не носим этот рюкзак, этот груз с собой на протяжении жизни. Если мы посмотрим на историю Якова и Исава, как на зеркало нашей собственной жизни, то нам станет ясно: прошлое всегда рядом, и страх перед ним, он естественный, но нам важно понять, что это управляемый процесс, который зависит от нас. Как минимум в той части, которая зависит от нас. Но бывает, что человек переносит это на новое решение, на новые отношения, на карьеру, на семью. Вот этот страх. Если мы позволим этому страху управлять нами, он превратит нашу свободную жизнь в тюрьму. Но история Иакова и Исава показывает другой путь. Столкновение с прошлым, ночная внутренняя борьба Иакова, подготовка, этот шаг, когда он не убежал, все это ведет к трансформации. Яков не просто технически готовился к встрече с Исавом, он стал другим человеком. И не только юридически или со слов ангела, что был ты Иаков, а сейчас имя тебе будет Израиль, но фактически сильным, мудрым и готовым к примирению. И снова хочу напомнить, мы не разбираем здесь мифы Древней Греции или сказки народов мира. Мы говорим с вами о духовных принципах, на примерах Писания, книги жизни и книги для жизни. Если вы долго держали обиду друг на друга или на родственника, и вы боитесь, что разговор разрушит ваше положение или отношения, то знайте, что первый шаг, который мы делаем с честностью, с искренностью, с открытым сердцем, способен разрушить десятилетия напряжения. Страх исчезнет, уступая место диалогу и пониманию. И нам важно осознать, примирение создает наше наследие, которое выходит за рамки нашей личной жизни. Как Иаков и Исав, мы влияем на свое окружение, на семью, на будущее поколение. Каждый шаг к примирению – это духовное действие, которое влияет не только на нас, но и на всех, кто рядом с нами. Мы можем применить это к различным сферам. В семье восстановить отношения, которых мы избегаем. На работе решиться на честный разговор с коллегой или начальником. В личной духовной жизни признать собственные ошибки и найти в себе смелость для изменений. Я вспоминаю историю из своей жизни, когда в общине был человек, с которым мы были в нормальных отношениях, и в какой-то момент мне показалось, что что-то нарушилось, что он что-то имеет на меня. И какое-то время я не подходил к нему, не разговаривал об этом. Но однажды я решился и просто подошел и спросил: я тебя чем-то обидел или что-то случилось в наших отношениях? Он был, конечно, очень удивлен и сказал: нет, ничего, все в порядке. Никаких мыслей на тебя у меня нет, я ничего не имею против. И вы знаете, просто рухнула эта стена вот этой вот напряженности, которую враг пытался построить между нами. И вот в чем интрига. Никто не может предсказать, как именно примирение изменит нашу жизнь. Может, это откроет новые возможности, может, принесет неожиданные встречи, а может, просто даст внутренний мир. Сразу вас предупрежу, что может быть и так, что этот разговор и этот шаг ничем не закончится. Человек останется при своем и будет считать себя правым и виновным только вас. Но в этой ситуации вы сделаете свою часть, а Всевышний будет дальше работать с этой ситуацией. Но точно мы можем знать одно: тот, кто идет навстречу страху и прошлому, всегда получает благословение в той или иной форме. Не бойтесь посмотреть на своих Исавов и встретиться с ними. Подумайте, какие страхи сковывают вас. Сделайте первый шаг, даже самый маленький. Задумайтесь об этом. Сядьте, продумайте, напишите сообщение, позвоните. Откройтесь сами и первым. Позвольте страху стать сигналом к действию.
а не остановкой. Помните, что ваша встреча с прошлым – это не просто действие, это духовный шаг, это духовный поступок, это духовная практика, практическое применение духовных принципов в вашей жизни. Мы учимся доверять Всевышнему, учимся управлять нашими страхами, превращать его в силу. И как Иаков мы можем выйти из этого столкновения не только победителями, но и мудрыми, способными создавать наследие для наших детей, для наших внуков, для, в конце концов, наших духовных детей. И пусть эта история станет вашим маяком. Помните, страх – это не приговор и не слабость, это сигнал. Смелость – это путь решения ситуации. Примирение – это итог, это результат проделанного вами пути и, в конце концов, свобода для дальнейшей жизни. И когда вы сделаете шаг навстречу, вы увидите, что прошлое больше не держит вас в плену. Оно служит источником силы, мудрости и благословения для вашей жизни и вашего будущего. И последнее. Вы знаете, как работает этот мир. Чтобы свет достигал людей, его нужно нести. Мы с вами живем в то время, когда простой клик может стать инструментом Божьим. Если сегодня ваше сердце отозвалось на это слово, не держите это благословение при себе. Станьте соработником на небе Всевышнего прямо сейчас. Ваш лайк, ваша подписка, в конце концов, ваш репост – это инструмент, который поможет этой истине пробиться через информационный шум к тем, кто прямо сейчас ищет ответы. Распространим свет Всевышнего вместе. И, конечно же, я здесь не только и не столько для монолога. Если у вас возникли вопросы или сомнения, давайте обсудим это в комментариях. Я ценю вашу обратную связь и с Божьей помощью постараюсь ответить каждому. Благословит вас Господь и охранит вас, будет благосклонен к вам Господь и помилует вас, будет благоволить к вам Господь и пошлет вам мир. Шаббат шалом.